Спасибо. Спасибо огромное. А теперь прозвучит новая песня. Примерно. Приветствую вас, дорогие зрители нашего канала «Мы в Сан-Франциско», «Way in Сан-Франциско». Основали мы этот канал 1,5 года тому назад. Мы очень редко выходим в эфир, но сегодня обстоятельства сложились таким образом, что мы не можем выдержать того, чтобы не сделать свою реакцию, не рассказать о своих впечатлениях о Димаше, о том, как прошли его премьеры на международном конкурсе «Новая волна-2021». Дорогие зрители, сегодня мы будем делать двойную реакцию. Так как мы не специалисты в музыкальном мире, мы не являемся профессионалами, мы решили сделать двойную реакцию за счет того, что просто будем говорить свои впечатления, свои какие-то эмоции, добавлять их к реакции Энсора. Итак, давайте слушать. Почему мы это сделали? Потому что очень многие наши телезрители просят нашу реакцию. Для нас, конечно, это было неожиданностью, но мы решили также присоединиться к реакциям профессионалов и сделать свою реакцию, как реакцию ютубера. Итак, поехали! Каждый раз у меня мурашки по коже, и я шокирована. О боже мой. Димаш для меня это загадка. Он просто нереальный. Нам очень повезло, друзья, что мы живем во времена Димаша. Привет всем! Я приветствую всех, кто вновь и вновь возвращается на мой канал. Мое имя Ан Соран. Я певица, пишу песни, вокальный продюсер и тренер. Как ютубер я замечаю, что все больше и больше присоединяются к нам подписчики из других стран. Это англоязычные, испаноязычные, те, кто говорят на португальском языке. Так вот, я хочу сказать, что сейчас мы создали еще 3 дополнительных канала на португальском, испанском и китайском языках. И очень большая активность идет именно на испанском канале. Это незабываемый день для меня, потому что я буду делать реакцию на моего любимого певца Димаша, который будет петь Stranger. Это новая песня, и мы просто не можем дождаться. Если вы, друзья, готовы, то я готова с нетерпением посмотреть это видео. Мы, конечно же, большие фанаты Димаша Кудайбергена, и этот канал создан именно для того, чтобы говорить о Димаше Кудайбергене, распространять его творчество по всему миру. Так вот, дорогие друзья, мы с большим нетерпением ждали премьер песен Димаша Кудайбергена на новой волне 2021 на таких музыкальных площадках, как Славянский базар, как Новая волна. И сейчас мы еще раз убедились, что мы являемся свидетелями новых, интересных творческих подходов, новых идей Димаша Кудайбергена. И, конечно же, я была ошеломлена новыми образами Димаша Кудайбергена, которые он создавал каждый раз, выступая с каждой новой песней. Здесь я имею в виду не только его сценический, его артистический образ, но я имею в виду в первую очередь это новый музыкальный образ. Вначале, когда Димаш начал выступать, я услышала, я не помню, какое это было именно видео, я услышала, что это была песня, созданная Игорем Крутым на специально к кинофильму какой-то восточной сказки. Да, конечно же, вступительная часть песни, она звучала интересно, она звучала в таком восточном колорите, но когда мы перескочили к маршевым ноткам, я поняла, что это какой-то новый саундтрек к новому кинофильму. Возможно, это саундтрек к кинофильму «Пираты Карибского моря». Да-да, вы не ошиблись. Именно о Джеке Воробье я сейчас говорю. Почему я говорю сейчас о нем? Потому что он является кумиром
многих поколений, как молодого поколения, так и среднего поколения, так и совсем юного поколения. Димаш так воодушевленно пел эту песню, как будто сам был киногероем этого фильма. Вот что мы вычитали из интернета. Вообще, капитан Джек Воробей стал центром мифов и легенд, рассказывающих о его подвигах. Большинство из них были сказками, в которых чувствовалось заметное преувеличение или даже что-то вымышленное, украшенное самим Джеком, чтобы поддержать свою репутацию. Несмотря на свою нечестность и большую ложь, капитан Джек Воробей участвовал в великих и захватывающих приключениях, некоторые с участием сверхъестественного и путешествия со спрятанными сокровищами. В самом деле целью Джека было изменить возможность свободно плавать по морям в качестве легендарного пирата. Поэтому и понятно настроение Димаша во время выступления. Димаш пел очень вдохновленно. И даже тогда, когда начались маршевые нотки, он как будто бы вошел в роль, именно вот роль Джека Воробья, который сыграл легендарный, грандиозный, замечательный актер Джонни Депп. Вот что значит быть настоящим актером. А Димаш как будто есть тот самый Джек Воробей, который смешной и в то же время очень серьезный, повелитель морей, сильный, смелый, грациозный, свободный. Спасибо. Спасибо огромное. А теперь прозвучит новая песня. Премьера. Новая песня, премьера. Вау. О май гад. Вау. Здесь нет субтитров на английском. Он говорит, что собирается петь новую песню. Это премьера. Это первый раз, когда он представляет премьеру. Звук этого инструмента так красив. Давайте смотреть. Вау. You crowd far as I can see, stranger in a stranger's land. Этот красивый инструмент называется кобыз. Нам очень приятно было видеть, что о кобызе знают не только казахстанцы, но и граждане других стран. Они пишут так много в комментариях о кобызе. Да-да, друзья, это казахский национальный струнный смычковый музыкальный инструмент. Сдвоенная чашечка резонатора отражает тигрианское мировоззрение кочевников, в которой отражается рассвет и закат, а в других струнах верх и низ мироздания. Считается, что создателем кобыза является прародитель тюрков Агузов Каркыт. Вообще, кобыз по характеру и его звучанию был как бы пессимистическим инструментом. Каркыт, с молоду не могущий примириться со скоротечностью человеческой жизни, решил бороться против неизбежной смерти. Мучимый своими мыслями и гонимый мечтой о бессмертии, Коркыт изливает свои мучительные мысли и чувства. Эти звуки захватили и пленили их. С тех пор мелодия Коркыта и созданный им кобыз пошли странствовать по земле. Вау, guys. Вступление вызывает у меня уже озноб. К тому же я заметила и Игорь Крутой на сцене. Он, возможно, написал эту песню? Напишите в комментариях, кто написал эту песню. И песня на английском. Это для меня сюрприз. Я взволнована. Мне интересно. Продолжаем смотреть дальше. You chance to know who I am if I have the strength to begin again. О, nice. Вау. Песня написана Игорем Крутым и Шарон Волон. Когда Игорь Крутой пишет песни для Димаша, он старается показать всю красоту голоса Димаша, весь диапазон, всю палитру красок изумительного голоса Димаша. Надо поздравить Игоря Крутого, потому что он переходит из рамок российской поп-музыки, он переходит в мировое пространство. Вы уже видели, что мы представили эту песню в виде саундтрека к кинофильму «Пираты Карибского моря». Возможно, что Димаш и Игорь Крутой станет как исполнителем, так и композитором следующего легендарного телесериала «Пираты Карибского моря» и создадут великолепный музыкальный шедевр к нему.
Мы полагаем, Димаш сам предложил Игорю Крутому создать такую песню, как бы саундтрек к этому кинофильму, потому что Джек Воробей — это не только шутливый герой молодого поколения, который преодолевал многие жизненные препятствия. А еще посмотрите, пожалуйста, на созданный образ Димашу. Это черный пиджак с белой шнуровкой. Но чем же не капитан? Чем же не капитан Воробей? Чем же не пират? А кроме того, его блузка с подвешенными всевозможными белыми лентами – это очень интересное такое вот решение к саундтреку «Пираты Карибского моря». Опять же, это подтверждает нашу мысль, что Димашу нравится эта песня. Он просто жил этой песней, он был вдохновлен этой песней. Мы чувствовали, что он просто наслаждается пением. Мы создали такое начало этого саундтрека к фильму «Карибского моря». Мы просим вас дополнить, написать это в комментариях, какие вы видите дальнейшие сцены к этому саундтреку. А затем, прочитав все ваши комментарии, мы соберем такой пазл и создадим саундтрек к кинофильму «Пираты Карибского моря». Договорились? Интересная мелодия, что-то классическое, но в то же время что-то восточное. Вокал начинается очень мягко, расслабляюще. Димаш начинает песню. Мне нравится, как он завершает ноту. Эхо стоит в воздухе. Красиво, интересно. Это усиливает эффект звука. Давайте дальше смотреть. So beautiful. Somewhere I wandered through these valleys, I find them on this sea. Да, я согласна. Димаш подключает какие-то новые звуки, новое звучание, а звуки Кобыза создают что-то некое мистическое, некое космическое, некое таинственное. Кстати, эта часть очень похожа на саундтрек к известному фильму «Темный рыцарь». Этот фильм о Бэтмене. И давайте послушаем небольшой отрывок из этого неофициального саундтрека к фильму. О мой бог, он звучит как бас. Если бы я не знала Димаша, если бы я не знала весь его диапазон, я бы подумала, что слышу отдельно бас. Это серьезно. Сейчас я сомневаюсь, что это тенор, друзья. Он поет самыми низкими басовыми нотами. Ему действительно удается получить этот бас. Он действительно низок в его гортани. Много того, чтобы получить такой звук. Во вступлении практически был вокал, но это не слышалось как вокал. Это его настоящий голос. Было очень низко настоящим голосом. Я думаю, было 2 и Си3. И затем упал полностью на Си2. Если не одна октава ниже. Мне нравится этот голос. Started adding the operatic sound. Yes. Мы уже слышали бас Димаша, как он поет в нижнем резонансе, в маске, в китайском телешоу. Посмотрите, пожалуйста, небольшой отрывок. Wow, guys. Друзья, это определенно привносит динамику. Он меняет динамику с каждым потоком практически. Он поет одним предложением в одном регистре, и он затем перескакивает на другие регистры. В первой партии он слышится больше как поп-певец. Во второй партии он начинает подключать классическое оперное пение. Vocals. Yeah. Wow, I Мне like нравится the way его you pronounce the произношение. stranger. Stranger in a stranger's land. Он слышится ровно, и нота протяжная определенно. Это изменяет английский. Смотрите сами, у него произношение здесь получается как strangers. Технически он хорош. Еще раз этот момент. Stranger
Марина Коцюбинская пишет следующий комментарий. Димаш, даже если берет низкие ноты, все равно тембр не меняется. Это тенор. Да, Димаш хорошо прокачал теперь и нижний регистр, но у него сейчас звучит очень убедительно, хотя это все еще с помощью штробаса. Он включает его очень незаметно. Удивляюсь его вокальной акробатике. Его техника действительно удивительна. Да, надо согласиться, что произношение у Димаша все лучше и лучше. Произношение английского языка. Надо сказать, что мои американские друзья всегда подчеркивали это, что у Димаша должен развиваться английский язык, и он его развивает. Мои американские друзья говорят о том, что если Димаш хочет взять Грэмми, ему нужен американский продюсер, ему нужно такое вот западное видение того, как песни поются. Но на самом деле мы видим, что абсолютно Димашу не нужны ни американские продюсеры. Он сам достаточно быстро понимает и развивается для того, чтобы все ближе и ближе идти к Грэмми. Он начинает взрывать и западное сообщество новыми достижениями. Он открывает рот. Вначале это дает ему больше места и помогает ему расслабить голос. Звук опять. Oh my God! Восточные нотки, наверное, это обязательный атрибут всех песен Димаша Кудайбергена. Кто-то говорит в комментариях, что это Димаш исполняет вокализы, по стилистике явно напоминающий азан, призыв к молитве в исламе. Кто-то считает, что в песне Stranger Димаш исполняет зикр. Это медитативная практика суфиев. Кто-то говорит, что это стиль кавали, что-то напоминающее азербайджанский мугам или пение муэдзинов, зазывающих верующих на молитву азан. Но явно одно точно то, что Димаш во всех своих композициях использует те или иные казахские музыкальные инструменты. Вот в этот раз он использовал кобыз. Кобыз, он по своему звучанию считается трагическим инструментом. Но вы посмотрите, как умело Димаш использовал кобыз в своем музыкальном произведении. Подписчики пишут следующее. Кобыз люблю, но его всегда тяжело слушать. Как плач о страданиях и перенесенных потерях. Но посмотрите, как Димаш его использовал в своих композициях. Это так красиво звучит. Oh my God! Wow! Oh my God! Oh my God! О мой бог, друзья, я никогда не прекращаю удивляться. Он поет с этническими звуками, и он переходит полностью к верхним нотам. Затем он перепрыгивает всю дорогу, отступая от этих нижних нот. Oh my goodness. Димаш для меня это загадка. Он просто нереальный. Он точно не из этого мира. Сказать, что он хорошо исполняет, это ничего не сказать. Сказать, что у него великолепная техника, это ничего не сказать. Но это просто, знаете, такие певцы просто реально. Я даже не знаю, во сколько лет раз рождаются. Наверное, в наше поколение будет только один на нашем веку. Вот, честно, я еще никого вот не знаю такого, как он. Димаш не только ловко справляется с нотами, Димаш показывает как нижний, так и верхний регистр, переходя очень умело с одного регистра в другой. Димаш прекрасный актер. Послушайте, пожалуйста, что он говорит о том, каким должен быть современный певец. Ну, в первую очередь, конечно, исполнитель должен обладать актерскими данными и вокальными данными. New ground underneath my feet. Stranger, Мне нравится его нижний регистр. new chance, don't know who I am. We will have this train to begin.
Мне нравится, как он работает со звуком. Все ноты под контролем. Он знает, что он делает с его концовками нот, с началами нот. И он заканчивает ноту каждый раз с прекрасным контролем. Это просто вне этого мира. I love that, yes. Woo! Wow, guys. Он определенно исполняет рок, он не забывает быть в его роковых регистрах, поет на открытом воздухе, звуки находятся в его скулах, открывает рот широко, достаточно, чтобы обеспечить место для потока воздуха. Это круто. Wow. Wow. Oh my God. Woo. Pure power. Wow. Это сумасшествие. Это видео я могу видеть снова и снова. Оставляет мурашки. Я в шоке. Эту реакцию, которую мы слышим от Энн Соран, она бесподобная. Я хочу вам сказать, что если мы будем слышать такие реакции, мы будем больше и больше их переводить. А Энн Соран мы хотим поблагодарить за прекрасную реакцию, за ее профессионализм. Дорогие друзья, если понравились вам подобного рода видео с двойными реакциями, то дайте, пожалуйста, нам об этом знать. Я говорю вам до свидания и хочу вас попросить о том, чтобы вы подписались на наш канал и поставили свои лайки в подтверждение вот таких вот новых наших идей. А сейчас мы вам хотим еще раз сказать до свидания. Спасибо вам большое, что вы смотрели наше видео. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока. И привет большой из Сан-Франциско. До свидания, друзья.